Привет, друзья, искатели приключений и любители дикой природы. В этом фильме мы погрузимся в атмосферу захватывающего 28-дневного похода за полярный круг в бескрайнюю тундру к северу от Воркуты. Вдохновленные экспедицией на Северный Тиман в 2023 году, мы готовились к этому маршруту, чтобы поделиться с вами его красотой и испытаниями. Мы прогуляемся по старой Воркуте, покажем суровую и завораживающую природу с высоты птичьего полета и вблизи. Вас ждут встречи с дикими животными, настоящая рыбалка, секреты походной кухни, от пирогов и пиццы до копчения рыбы и мяса на обычной газовой горелке. Заглянем в заброшенные и уцелевшие балки, поставим сеть, развернем и соберем лагерь, пролетим на дроне над водопадами и порогами, спасем стадо оленей и познакомимся с оленеводами. Вдвоем мы прошли маршрут длиной 215 километров, через 5 рек и 7 озер на надувных байдарках, в том числе преодолев аж 40 километров против течения реки Силоваяха, от ее устья и до озер. Нам очень помогли советы опытного путешественника Николая Александрова, который поделился знаниями и связал с нужными людьми в Воркуте. Ссылка на его канал под видео. А теперь слово моему другу и невероятно опытному спутнику Владимиру Бахмутенко. Мы снова с Петей вместе. И точка старта, как всегда, город Усинск, нефтяная столица Республики Коми. Ему сюда легко добраться. Прямой рейс из Перми всего 2,5 часа. 2 года назад Усинск вошел в арктическую зону. Но наш путь лежит дальше, в Воркуту. А это еще 12 часов поездом с пересадкой в Печоре. Заброска чуть не сорвалась из-за атак дронов на аэродромы. Военные перекрыли дороги к реке Усе. В последний момент, благодаря нашим друзьям, мы нашли решение. Вещей целая гора. 2 рюкзака, 100-литровая герма, 2 байдарки, 20-литровая фляга для продуктов и рыбы, тубус с удочками, чемодан с видеотехникой. В общем, много. Погрузка — настоящий квест. Челночили по вокзалам, таскали багаж по вагонам, а проводники, несмотря на нашу доплату за перегруз, ворчали. В Воркуту мы привезли жару, а 1 июля там официально отключили отопление. Вот оно, лето. Но природа приготовила нам сюрпризы, о которых мы еще тогда не знали. В Воркуте мы закупили продукты, упаковали их и прогулялись по городу с экскурсией от новых друзей. На лошадях все привозили, бревна, для строительства, Сейчас это новые 5-этажки стоят современные. Это уже просто не думали, что рудник закроет, будет. Слушай, а кроме угля, что никаких полезных ископаемых нет? Да, у нас много полезных ископаемых. Просто их выработка очень дорогостоящая. Дорого строить, везти сюда только же по железке. А транспортные расходы дорогие, поэтому не А как советская власть находила же деньги? Что советская власть? Деньги-то находила. Когда развивали Воркуту, когда нужно было добыча угля, конечно, все шло развитие, и были колоссальные деньги, люди, и все сюда. Набережная разрушается, тут бывают даже у нас землетрясения небольшие. Из-за чего? Рушится из-за выработок? Да, скорее всего. Мы можем, кстати, хоть мост и закрыт, но мы можем по нему пройти и прям посмотреть старую часть города, рудник. Видите, да, здание это было администрации с колоннами. Хранится. Репрессированные архитекторы строили. Эти дома немцы строили. На поселке кладбище немецкое. Тоже была история печальная. Расстреляли заключенных, которые мирный бунт устроили. Что-то они там хотели, я уже забыла. Их всех расстреляли. Там у них где-то на поселке там стела стоит погибшим. Они на фотографиях в музее отражены. Но когда ты видишь, думаешь, устроили же красиво. Слушай, а кто такой размер? На следующий день в путь. Грузимся в УАЗ-буханку. Жарим шашлык в гараже и по Газпромовской трассе едем к реке Гагари, притоку Хальмирью, что течет через одноименный поселок.
Дорога на Хальмирью была перекрыта из-за военных учений, но мы обошли преграды. Для нас, как для бешеных собак, и 7 верст не крюк. И вот мы у автомобильного моста на Гагаре. Дорога оказалась быстрой и комфортной. Выгрузив вещи и попрощавшись с друзьями, мы разбили первый лагерь и ночевали под арктическим небом. К 2 часам ночи стало ясно, куда мы попали. На улице +5, ледяной ветер, моросящий дождь. Днем было солнце, тепло, а теперь могильный холод вечной мерзлоты пробирает через спальники. Но мы готовы, снаряжение не подвело. Утром из спальника вылезать целая мука. Но маршрут ждет. Все собрано с вечера, осталось позавтракать, свернуть палатки, привязать груз к байдаркам, крикнуть попутного ветра в попу и сделать первый грибок в неизвестность. Стартовали бодро, под дождем. Гагара-ты – это бурный ручей, несет так, что весло нужно лишь для маневров, чтобы не влететь в кусты или мелководье. Снимать некогда, да и пейзаж уныл. К вечеру прошли полреки, еле нашли место для лагеря. Мокрые, замерзшие, вымотанные, поставили палатку и нырнули в сухие спальники. Уснули мгновенно. Ночь, иней, утро, град. Дождь и ветер не стихают. Тоска накатывает. Слышим гул вертолетов. Вдали что-то взрывается. Хальмирью – это военный полигон. Мы в 6 километрах стороной, в запретной зоне, но хочется свалить поскорее. Не помню, вышли ли мы в тот день или переживали непогоду. Но пришлось лезть в мокрую одежду, сушить ее на себе, завтракать и двигать дальше. Гагара несет 5-20 км в час без весел. Протоки запутанные, интуиция Владимира безупречна. Но я раз промахнулся, унесло в другую протоку. Берега, обрывы и кусты, выйти нельзя. Вертолеты гудят ближе. Шум воды, ветра, друг друга не слышим. Эти 10 минут тянулись вечно. На будущее решили таскать с собой рации. Остановились отдышаться, смотрим в небо. 2 вертолета идут на нас, низко. Напряглись, притихли. В кино видели, что такое боевой заход. Думаю, если что, я не жалею. Вертолеты прошли дальше, и вдруг мощный взрыв, метров 500 от нас. Ударная волна качнула байдарку, в ушах зазвенело. Валим отсюда. Час гребли и новый сюрприз – плотина. Никто не предупреждал, на картах не видно. Разрушенная, с 2-метровым сливом, почти водопад. По берегу скользкие острые камни. Обнос неизбежен. Развязываем, таскаем 40 метров, собираем заново. 2 часа потеряно, но к вечеру мы в устье Гагары-ты, перед впадением в Хальмирью. А это только начало. Сюрпризы не кончались. Холод и непогода выматывали. Низкие свинцовые тучи, никакого солнца. Циклон с ветром и дождем. Мешали сушиться и ставить лагерь. Единственный плюс – это меньше гнуса. Пройдя десяток километров, услышали мощный гул воды. Ни перекат, ни порог. Водопад? Вылезли на берег для разведки. Перед нами открылась картина. 4 крутых порога подряд, километр длиной, а что за поворотом, не ясно. Проводить байдарки по воде невозможно. Обрывистые берега. Темнело, мы замерзли и решили разбить лагерь у первого порога. Следующий день ушел на разведку и обнос. Дрон нам здорово помог, а вдоль левого берега нашелся водоем метров на 600. Мы прошли по нему, сэкономив силы. О порогах ни слова в отчетах, на спутниковых картах пусто. Но отступать некуда. К вечеру перетащили байдарки, благо они скользят по тундре как по маслу. Погода чуть наладилась, ветер, но выглянуло солнце. Разложили вещи, просохли. Налетались на дроне, нагулялись вдоль порогов, порыбачили, вкусно поели. Владимир снова удивил походной кулинарией. Переночевали и двинули дальше. Встретили еще 3 порога, но их провели с берега на веревках. Теперь понял, почему тащили столько веревки, ее всегда мало. Хальмирью в этом году полноводно. К вечеру, легко пройдя 20 километров, услышали мощный рокот. Слезли на берег,
и вот он, водопад Хальмерью. Разбили лагерь в самом живописном месте и решили устроить дневку. Приветствую вас на водопаде Хальмерью. Прошу обратить внимание широкого зрителя на панораму полярного Урала. Вот в таком чудесном месте мы стоим. Туда еще правее вон горы тянутся. А мы от гор уходим. Резкая смена обстановки и обильные приключения заставили нас задуматься над названием будущего фильма. Я настаивал на том, что маршрут сначала нужно пройти, а название фильма родится как бы само. И да, так и случилось. В последнем лагере мы придумали, как коротко и емко назвать этот отрезок нашего пути и наших жизней. Суровое дыхание Арктики. Имба! Выспались отлично, почти не замерзли. Погода потеплела, гнус одолел, но солнце заряжало технику. Упаковались с размахом. Вторая палатка-кухня, просто шедевр. Стол, стулья, музыка, 2 камеры, дрон, спутниковая связь, солнечная батарея. Еда на всю катушку, свежие овощи, хлеб, который Владимир хранил как сокровище. Сплав позволяет такие роскоши. С поезда на воду, с воды в лагерь. Волоки и вокзалы, конечно, на себе. Ну куда деваться? Формула проста. Бери побольше, вези подальше. Там все съешь. Мы у водопада Хальмерью. Красота завораживает. Гуляем, фотографируем, рыбачим. Ищем путь для обноса. Жарим рыбу, разводим первый костер, дрова нашлись. Настроение растет, жизнь налаживается. Впереди неизвестность, все как мы любим. Утром собирались сплавляться до устья Хальмерью, где она впадает в Силоваяху. Но планы смешало стадо оленей. 4000 голов. Идут через наш лагерь, мычат, не боятся. Оленеводов нет. Хватаю камеры, но беда. Молодые олени не справляются с течением перед водопадом. Их уносит в водоворот. Стадо тянется за ними все ближе к обрыву. Сильные выплывают, мокрые и напуганные, но слабые, к сожалению, тонут. С Владимиром бросаемся спасать. Отгоняем стадо выше по течению, бежим к водовороту. Там с десяток оленей барахтаются в воронке. Нескольких вытаскиваем петлей. Владимир тянет, я страхую, обвязавшись веревками. Делаем, что можем. Но некоторые все равно гибнут. Ждем оленеводов, и они появляются на другом берегу, просят лодки. Владимир прыгает в свою, но без груза. Байдарка кильнулась на втором гребке. Мокрый и злой он выбирается на берег. Сегодня никуда не идем, сушимся. Оленеводы находят брод.
переправляются к нам, вытаскивают погибших оленей, свяжут их, знакомимся. За помощь нам дают ногу, сердце, почки, печень молодого оленя. Работа у ребят суровая, многим нет и 30. Тундра – их жизнь. Они счастливы, и я им немного завидую. Все, приключений хватит. Сковорода, жареной печени, чай, обжорство. Завтра нужно быть в устье Хальмирью. Ребята нам в знак благодарности, что мы спасли их стадо. Они нам бы целого оленя оставили. Мы целого не сказали, мы не хотим. Печеночки, сердечко. У нас там есть еще ляшечка. Короче, все у нас хорошо. Самое главное в жизни — это что? Это приключения. Да, Петр Сергеевич? Приключений на сегодняшний день было. Блин, было достаточно. Более да. чем Я за этими достаточно. оленями нырял, блин. Сколько смог, вытащил. Стадо пришло, вон оно там. Вот. Сколько. Вон стадо ушло, видишь, наверх. Сплав до устья Хальмирью – легкотня. Нас провожают. Нас провожают. Река сама несла, перекаты и ветер в спину, порогов нет. Да был. К 5 вечера долетели. Надеялись на балок. Крыша, печь, горячая вода. На балок разочаровал. Заросший, полуразваленный. Тащить вещи далеко. Стали в палатке на берегу. А тут уже настоящий уральский луг. Хотя мы далеко не на Урале, а мы за полярным кругом где-то. Сагудай, салат из капусты, ништяки, пейзаж, красота. Огромные чайки кружат над остатками рыбы. Вот такой у нас сегодня стол. Жареная картошка, жареный лучок, хариус, капустный салат, кетчуп, майонез, чеснок, чай. И, в общем, и погода. Какая погода. А завтра обещают дождь. А нам надо идти вверх по этой реке, которая называется Силоваяха. Мы прошли вниз, сейчас по Хальмирью. Она впадает в Силоваяху. И мы делаем крюк и идем наверх. 40 километров. Дня 4 это было бы хорошо. А может уйдет и вся неделя, а может, не знаю. Снег обещает, короче. Отдыхаем. Завтра второй этап. Самый тяжелый. Сплав против течения по Силоваяхе. 40 километров вверх до озер. В устье стояли 2-3 кола и группа туристов. Палатки у них размером с дом, генератор, крутые шмотки, но настроение у них кислое. Рыбы не поймали, погода портится, ночью холодно, прогноз плохой. Собираются уезжать. Отдали нам соленые огурцы и лечо. Услышав, что мы уже 9 дней в пути и вообще собираемся идти против течения, они только рты открыли. Вы сумасшедшие. Да, мы такие. Ну, посолим, поедим, поймай еще одного. Сплав против течения – это ад. Ветер в лицо, течение, скорость 1-2 км в час. Петляешь между берегами, тащишь байдарку по мелям или толкаешься веслом от берега, цепляясь за кусты. Где нельзя вылезти, держишься руками. 10 километров в день – это большая победа. Места для стоянок – тоже редкость. Намудохались знатно. Но были и плюсы. Хариус уже от килограмма, гуси, утки, чайки, лебеди, дикая природа. Даже белый олень встретился, переплывал реку. И что так придумали повялить оленю ногу? Будем это дело коптить. Рыбу мы уже коптили много раз, а вот оленину будем делать впервые. Это наш подарок от товарища оленеводов за наше усердие и старание в спасении оленей, которые утонули в водопаде. Ну, как всегда, мы все это будем делать в котелке.
В этот раз на газу мы это делаем. Да, и мы будем это делать на газу, потому что костра у нас нет. Мы вот все задаемся вопросом, почему оленеводы едят сырое мясо. Это все очень просто, потому что дров нет. Я думаю, вот этого нам хватит. Остальное мы просто завтра утром сварим. Берем фольгу. Делаем из нее такой вот контейнерок. Щепа. Груша. Привезли из дома. Насыпаем. Еще чуть-чуть. Вот, теперь, чтобы создать камеру, как в духовке, нам все равно придется подкладывать камушки. Так, теперь берем крышку от другого котелка, более мелкого. Петр, за тобой там. Вот. От более мелкого котелка вставляем. Будем делать из веточек. Делаем из чего есть. Чтобы к мясу был доступ дыма. Как-нибудь. Теперь мы эти кусочки помещаем так, чтобы они к стенке не прилипали. Мясо слабо соленое. Нормально. А сколько нам газа для этого понадобится? Нам нужно примерно минут 40 коптить. Закрываем шторкой в целях экономии газа. Для начала делаем интенсивный огонь. Дым уже пошел. Процесс пошел. Ждем эффекта. Все. Пока перерыв. Как пахнет! Копченая оленинка. Горячего копчения. Сейчас остынет. Будет бомба. Смотрим, что у нас с котелком. Все нормально. Все отмоется. Здесь у нас вся щепа сгорела. Вот и все. Делов-то. Пошли снимать пробу. Ням-ням-ням-ням-ням. Ладно, тут мне уже камера мешает. Все, камера. Ну что, прикурили мы, конечно, конкретно. Лето было украдено неизвестно кем. Сегодня с утра шел град. Ночью был дубарь. Что удивительно, ночью было солнечное небо, но минусовая температура, потому что на палатке был лед. Вот. Ну а с утра встал, короче, даже вставать не хотелось, потому что опять лило, ветрище. Ну, короче, невозможно вообще просто. Никакого нет желания не рыбачить, ничего. У нас только, как говорится, сейчас одна задача и цель — это пройти. Потому что очень много дней было пережидание непогоды. Не хотелось даже вылазить, потому что все мокрые постоянно, сушиться негде. Костра нет, на газу ты сильно тут не обогреешься. Петруха сказал, что
Это, короче, его последний такой круиз в Арктику. Сказал, что лучше вездеходом с печкой теплой. Вот так вот, короче, как. Сейчас вон супчик варим гороховый с копченой ленинкой. Вот, единственная радость жизни. Хоть тут в палатке тепло, блин, не дует. Места, конечно, да, ну, говорю, трудно очень найти место под стоянку, потому что везде кустарник, везде болото. Ну, все сыро. Гусей, правда, я не знаю, как в курятнике, их тут просто на каждом повороте они. А я на весле, и у меня руки заняты даже снимать. Да, снимать-то, конечно, некогда. Почему? Потому что, как говорится, ветер в харю все время. Вот, особо не поснимаешь, надо грести, потому что, ну, говорю, больше 10 километров в день не делаем. Слишком суровые условия. Выходим обычно в 12, до 5 у нас, как говорится, гребля. Через часик здесь пока. Видел, нет? И что это, угадай? Не знаю, акула. Щука. Щука? Да. Ничего себе, свой рост. Не одна сковородка. Будем делать сегодня котлеты. Да, надо плыть, пока не похолодало. Давай закоптим. Ну, как хочешь, что, лишь бы проще. За 4 дня одолели Силаваяху, пробираясь в ее верховья по ручьям и мелким озерам. Без навигатора и карты пропадешь. Вышли к первому озеру. Лагерь, ветрище, волны, озеро с километр в диаметре. Что будет завтра? Прорвемся. А пока отдых. Впереди нас утка, ведомый гусь, сопровождающий. И не могу их догнать. В естественной среде обитания 23 июля. Первый клевый безветренный день. и 17-й, да, наш день. 17-й день маршрута, да. И мы между озерами. Комаров нет? Ну хорошо. Всем привет. Ходите за мной, я тоже заблудился. Если прямым километр прошли, если по воде километра 1,5 минут. Бодренько. На перешейке между малыми и большими болбантами стоит балок. Зашли, а там жуть, он сгнил. Не вариант. Все понятно. Он горел, что ли? Он горел, похоже. Непогода, обносы и приключения с оленями украли кучу времени. Хотели половить пели, течера. Нужна погода и нужны дни. Вот погодка нам сегодня дала. Пройти 3 самых крупных озера. На воде зеркало, полный штиль. Рыбка гуляет, озера огромные. Утро подарило штиль. Озеро как зеркало, не ветерка, но и удача. Можно идти напрямик, а не вдоль берегов против волн. Рванули через озера, переходя по протокам. Течения почти нет, ветра тоже, красота.
Гуси, утки, лебеди, сотни. Кричат, провожают наши байдарки. Гребем, чем дальше, тем лучше. Не видать воркутинцам в этот год морожки. Получи. Да нет, он может. Ёмок какой-то. Кстати, что-то ловит, смотри. Топор тут хороший валяется. Топор? Есть, да. Ну, вся посуда есть. Ножа только не вижу. Даже шланг от душа есть. Антикомарин, соль. Ну, будем готовить котлеты из щуки. Класс. Подрезаем ребрышки. Прорезаем по позвоночничку. Там у нас есть еще серединные кости, блин. В принципе, самые противные в спине. Делаем с другой стороны то же самое. Самое главное, не оттяпать себе пальцы. Филировочный нож ведь с собой припер для этих целей. Да, инструмент должен соответствовать. Вот, если не это самое, не получается полностью все подрезать, не огорчайтесь. Я научу, что потом с этим сделать. Вот хребетик мы добыли. Мы его не выбрасываем пока. Мы его пока отложим. Вот эти плавнички нам не нужны. Мы их просто отдельно пожарим. Добываем филейку. Комары с неба сыпятся. Щуку мы от чешуи не чистили, не напрягались. Не очень аккуратно. Тогда идем по обратную сторону. Не всегда получается снять чисто, но я вам говорю, не надо расстраиваться. Берем ложечку, делаем вот так. Опачки. Шкурка не нужна. С чешуей. Улетела к чайкам. Теперь берем хребетик, который мы не доработали. Делаем то же самое. Ложечкой счищаем мясо. У нас получается фаршик. Теперь как из этого сделать фарш. Как его делать с помощью камней, я уже показывал. Нет, Иван-чай ты показывал. Нет, ну я вам на своем канале показывал, как камнями отбиваются. Самые херовые кости у нее вот здесь. Вот когда проводишь против шерсти, их дома, конечно, можно вырвать пинцетиком. Здесь мы их не вырвем, мы просто поступим вот так вот по-варварски. И мы этот участок просто вырежем. Ну а с этим что? Я предлагаю два варианта. Либо также ложкой мелко мять, то есть надкусывать. Угу. Вот так вот. Ну. Таким макаром делать из нее пластилин. Либо мелко резать ножом. Ну вот, фаршик мы добыли. Вот сейчас добавим сюда лучок, специй и начнем жарить. Лучок можно потереть на терке, но я не хочу страдать мазохизмом, я его просто мелко порежу. Вот, посуды у нас особо нету. Замер фарша делаем просто в пакете. Добавили специй, перчик, лук, чеснок, укропчик. Конечно, не такой мелкий фарш с мясорубки, блин, но формируем котлетки. Смотри-ка, 7 получилось счастливое число. От слова семья. Да. Ты да я да мы с тобой. Сидим среди озер, Да. за полярье где-то за Воркутой. Жарим. Все люди как люди, на юг, на море, блин. А два дебила за Воркуту, блин. Рыбу жарить. Воркутинцы, наверное, думают, вы идиоты, блин. Мы тут все лето ждем, блин, а они к нам едут, блин. Вот эти вот остаточки, которые мы пообрезали, мы их тоже пожарим и оставим себе завтра. Ох, сейчас у нас газа-то уйдет. На денек на перекусить, на перекус. Ну что уйдет? Есть газ еще что? Газ есть, жалеть не надо. Все, пока отключаюсь. Тут все понятно. Готовый продукт покажем. Вот примерно так. Сейчас с одной стороны поджарим, чтобы корочкой прихватилось. Потом перевернем и накроем крышечкой, чтобы они пропарились. Запах уже стоит такой, что у меня уже слюней полный рот. А завтра утром сделаем зэковский плов. Во.
А, рис, который... Рис, да, мы уже размочили. Рис у нас замоченный. Вот, ну это мы сокращаем просто время варки. Форму держит, даже без яичка. Ну вот, первые у нас уже готовы. Жрать охота, конечно. После такого дня, блин. Денек сегодня выдался очень трудовой. Ну, погода дала. Да, погода дала, Проскочить. поэтому воспользовались моментом. Сделали норму за 2 дня, потому что, ну, неизвестно, что ждет завтра. Небо опять затянуло. Не знаем. Но мы готовы ко всему. Нам, как это сказать, нас все равно не сбить с пути, нам все равно куда идти, да. Не, у нас сейчас путь только домой, поэтому у нас нет вариантов. Мы выйдем обязательно в срок, и все будет хорошо. 16-й день маршрута, мы еще едим хлебушек. Сухари не брали. Самое главное его вовремя сушить. Брали 4 булки, что-то едим его как-то слабо. Еще одна осталась. Еще одна осталась, и вот еще половина. Есть еще мука, мы можем еще и сделать пиццу. И блин, 4 мука. Мы еще будем делать пиццу, Да. потому что у нас есть колбаса. Блин, горит. Стоп, заболтались. Ну вот такой у нас запоздалый сегодня ужин. Немножко помучились, конечно, с котлетками. Вот, но могли просто рыбу пожарить, но это было бы неинтересно. Нам не вкусно, а вам не интересно. А сейчас нам вкусно, вам интересно. Вот, что еще хотел сказать. Мы опять заболели севером и опять не поедем на юг. Мы судьбу свою с картою сверили, получился полярный круг. Ведь дыхание у севера свежее, здесь сливается с небом тайга. И порою встречаешь след медвежий, чаще следа от сапога. Здесь нетронутые просторы, и не чувствуешь времени бег. И стоят чередою горы в ожерелье хрустальных рек. И одну из простейших истин понимаешь ты быстро здесь, что еда нам нужна для жизни, а не жизнь для того, чтобы есть. И мы опять заболели севером и опять не поедем на юг. Мы судьбу свою с картою сверили, получился полярный круг. А там нам осталось немного, там до первой 5, все нормально. Сука, ушел. Хороший. Каракат. Каракат. Мешка нет, колес нет. Чего в тундре только не найдешь. Детская игрушка. Термос. Каракат. Как бродячий цирк, короче, повозка. Целый термос. Вон тут порося, тут что-то найдешь для себя. Цепи, мячик, гайки, ключи. С добрым утром, страна. 24 июля на улице. И сегодня, как и обещал, готовим зэковский плов. Этому чудесному блюду меня научил один магаданский старый зэк. Вернее, сам-то он никогда не сидел, но среди зэков вырос в Магадане. Поэтому, можно сказать, свой срок отбыл. Чем, собственно, отличается обычный плов от зэковского? Зэковский плов можно приготовить из тушенки, потому что свежего мяса у них как бы нет. Ну, отсюда и название. Вот. А в принципе все остальное готовится как обычный плов. У нас есть для этого свежий лучок, морковочка, рис,
Куча приправ. К сожалению, зиры нет, барбариса нет. Но я думаю, у зэков их тоже нет. Но, по крайней мере, сейчас... Есть оленина. Да, мы приготовим что-нибудь вкусненькое. Порадуем себя и вас. Ребят, очень рекомендую нарьянскую тушенку. ИП Носов Павел Валерьевич. Смотрите, голимое мясо, оленина. Вот, недорогая. У нас в Усинске банка 240 рублей. Вот, очень вкусная, обалденная. Но это не реклама, потому что ИП Носов нам не забашляет. Да, ИП Носов нам, конечно, не забашляет, но для туристов, я говорю, если есть возможность, заказывайте, потому что это вот, ну вот посмотрите, это натуральные куски мяса. Это, то есть, ну, не вода там какая-то, Не жилы. не жир там, не жилы. Отличная тушенка. Нам баночки хватает на двоих 2 раза приготовить. Вот, не всегда, но иногда я в плов добавляю томатную пасту. А стандартный плов готовится килограмм лука, килограмм риса, килограмм мяса, килограмм моркови. И цвет у плова не красный, а рыжий, который придает ему морковка. Вот. Ну и морковка, естественно, трется не на терке, а режется руками. Ну, у нас условия, как у зэков, спартанские. Терочка у нас была, поэтому мы потерли. Что мы сюда еще добавим? У нас есть из дома заготовка сухой красный перец. Мажоры его называют паприкой. А макароны пастой. Но мы не мажоры. Вот, чеснок у нас свежий есть, но мы его оставим, потому что он у нас последний. А для зэковского плова подойдет у нас и чеснок сушеный. Но нам больше подходят, наверное, не зэки, а бичи все-таки. Мы все бичуем. Это этот самый. Помыться сложно, блин. Да. От одного до другого один шаг. Как еще говорят, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Ну что, вот мы подготовили основу для нашего плова. Теперь мы все это дело уменьшаем газ очень хорошо. И все это нам теперь надо переложить в котелочек. Вот такая у нас мяско, специи, лук, морковочка, укропчик, чесночок, лаврушка, черный лаврушечка, черный перец. Все, что было, собрали. Этот самый сладкий перец. Все это мы теперь сюда. Так, газ нам надо убавить до минимума. Вот, теперь мы это дело засыпаем замоченным рисом. Да, воды надо этот самый, чтобы вода покрывала рис, ну, примерно на 1,5-2 пальца. А так у нас уже замоченный, поэтому Он у нас замоченный, на палец, да. наверное. Ну, на палец хватит нам, да. Ну, рис подымется примерно вдвое еще. Ну, конечно, на газовой горелке сделать такое блюдо непросто, потому что центр может пригореть, а остальное еще даже не нагреться. Это процесс времени. Ставим на медленный огонь. Если кто-то из нас спросит, почему мы все время сидим в палатке, И жрем. я прошу обратить внимание вот сюда вот на эти штучки. Вот, тут как бы гостей у нас меньше, причем намного. А там они очень злые, очень кровавые. Хитрые. Хитрые. Залазят под одежду, в бороду, блин, куда угодно, короче. Лезут в нос, в рот, в глаз. Короче, спасу от них нету, тварей этих. Вот, но опыт не пропьешь, поэтому мы пользуемся такими вот девайсами. И, в принципе, мы всем пользуемся удобным. Стулики, стольчик, палатка отдельная под кухню. Вы спросите, как мы со всем этим взлетаем? У нас для этого еще есть учебник в 3 томах. Шучу, конечно. Как-то справляемся. У нас поход практически весь с колес на воду, с воды на колеса. Волоки. Но волоки, обносы, конечно, да. Ну, куда без этого? Ну, что тут делать? По-другому никак. Если бы тут была прямая дорога, тут бы, наверное, народу было километр. А так только гагары и мы. Больше никого. Ну и старые какие-то там следы оленеводов там где-то присутствуют. Гуси здесь. Да, гусей очень много. Гусей, уток, лебедей. Вот, Петр Сергеевич, так как он у нас доктор,
Он постоянно следит за нашим здоровьем. И мы, как все отпускники, употребляем витаминки. Вот, ну, положено отпускникам употреблять витаминки. У нас, конечно, нет здесь клубнички, там, не знаю, там, ягодки или еще что-то. Зато у нас есть медикаменты, которые нам это заменяют. Потому что бороться с отеками надо. Пота много теряется, Да. солей теряется. Соли уходят, руки опухают, лицо опухает. Вот таким вот методом мы себя поддерживаем. Кто работал, кто устал, час обеденный настал. Вот у нас получился такой продукт, который рисовой кашей называть язык не поворачивается. А сказать, что это плов, будет как-то тоже не очень, как это сказать, не очень скромно. Вот. Бескровно. Точно, да. Ну что, приятного аппетита нам. Приятного аппетита. Спасибо нашим поварам. Велорикша, моя садись, твоя поехала. Жестко вообще. Тык-тык. Курс 120. Командир, командир, скорость, сейчас и убирай. Идем на взлет. Уперлись в берег, Волок метров на 300 предстоял. Ночевка на ветреном плавуне, твердая тундра, но под верхним слоем противная жижа. Впервые такое видел. Запустили дрон, разведали дорогу для последнего 600-метрового Волока. Дрон показал, путь нормальный, прорвемся. Для верности прогулялись до конца озера, кинули сеть на чара. Утром в сети оказалась щука, ну и отпустили. Собрали лагерь, двинули к началу Большого Волока. К устью Хальмирью я втянулся. Сбор, разбор, привязка вещей, рутина. С Владимиром работали как часы. Лагерь ставили и снимали за 12 минут. Что-то там большое у него в руках имеется. Волок проще простого. Бери и тащи. В 2 ходки перебросили скарб к следующему озеру. Вот он, водораздел. Теперь только вниз, по течению. Ура! Ну все, одолели мы Волок, крайний. Ну, в принципе, по плану задания это был самый сложный участок. Отсюда мы уже пойдем в водораздел Воркуты и уже, можно сказать, одной ногой Дома. да. Осталось нас, помимо этого дня, еще 5 дней. Я думаю, мы все успеем, все будет хорошо. Сегодня, наверное, никуда не пойдем, найдем полянку получше. Может, попробуем здесь порыбать. Вот сейчас ветер под нашей стороны, мы сидим с подветренной. Здесь, на этом берегу, тишина, но ветер все равно присутствует, довольно не слабый. Под тем берегом там волна хорошая будет. 25 июля, лето ждем, пока не дождались. Спать холодно, очень холодно. На вот этих вот кочках сквозь каремат промерзаешь, блин, я не знаю, почему-то, ну, холодом тянет и все. Он у меня, конечно, не сильно толстый, ну, как обычный, блин, но я так понял, что сюда в тундру надо что-то такое потолще. И уж точно не самонадувные или воздушные эти коврики, потому что они все наберут температуру этой земли, и ты будешь там лежать в такой же мерзлоте, блин. Надо что-то такое теплое, оптимальное
и легкая. То есть, ну, каремат только, наверное, потолще. Может, 2. Может быть, 2. Все, до новых встреч. Вечером у нас Планировал вообще сделать соляночку. У нас на соляночку есть огурчики, грибочки свежие, поливочки есть. Гусь, да, сушеный. Ну и, конечно, мы добавим немножечко сырокопченой колбаски для запаха. Зелень у нас есть. В общем, сегодня будем немножко жировать. Я думаю, что после этого маршрута похудевших не будет. это точно. Питаемся мы здесь, ну, вообще. Ну, как и положено, Любой отпускникам. ресторан позавидует. Мы же с тобой курортники. Да, пионер-лагерь Воркута. Ой, блин. Пройдя километр, вспомнил. Забыл клапан от рюкзака, вернулся, потерял минут 40. Поднялся ветер, волны, идти стало тяжелее. Крались вдоль берегов, скорость упала. Но большую часть озер проскочили лихо. На последнем нашли обжитое место. Следы рыбаков, накатанные дороги. Не хотелось уходить, встали, кинули сеть. Продолжаем наш гастрономический тур. Сегодня мы будем готовить соляночку. Для этого у нас вот есть мясо вяленого гусика, которое я делал дома, дикого гусика. Свежие грибочки, огурчики, оливки сушеные есть, картошечка, лучок, морковочка, томатная паста. В общем, все самое вкусное, все есть. И кусочек копченой колбасы, как и положено, в соляночку для запаха мы добавим. Ну, а пока я буду готовить, немножко буду рассказывать. Пока идет процесс нарезки мяса. Делаем зажарочку для солянки. Свежий лучок, свежая морковочка. За углом 5, супермаркет километров 100. А мы за собой все это таскаем. Еще вот 3 картошечки сегодня откопали в продуктах. И вот нашли сейчас 3 грибочка. Все это пойдет в соляночку. Все у нас есть. Еще 2 пакета. Не умрем. А еще мы в соляночку обязательно гусику добавим кусочек брауншвейгской сырокопченой колбаски. У тебя где-то 5-то не 100 километров, наверное, ты сходил тут. Так мы возле 5 сидим, вон, смотри, вон, на той стороне. Да, конечно, вот комфорт, с комфортом жить хорошо, но тяжело. Все это таскать, носить. А так комфорт дело великое. Вот так вот. В общем, пока не жалуемся, все есть. Ну, грибочки, мяско кинули. Теперь добавляем сюда вкусной сырокопченой колбаски. Пожрать мы любим недешево, да? Любим, да. Лучше вкусненько, чем хреновенько, чем одну гречку там. Я был как-то на Приполярном Урале, под камнями смотрел, ну, мусор прячут. Что едят туристы? Чашка суп какой-то, короче, овсянку там, ну, короче, знаешь, типа пешкогралы. Блин, я всегда с собой тушенку таскал, но я не могу, короче, знаешь, ну, вот мне это самое... Не есть или есть вот такую какую-то фигню, там, непонятную, блин. Один меня угощал... Сублиматы, вот да, один меня угощал, короче, пемикан. Это, короче, жир, орехи, там что-то, короче, все, короче, в кучу, в перемешку. И все это такой одной большой какашкой, короче, знаешь, за это самое, как застывший, блин. Короче, ешь, не понимаешь, что, но, говорит, это самое. Главное, оно калорийно. Хариус уже не лезет. Уже хочется что-то повкуснее. Я вот сейчас вот баночку меду, да. Шоколадку. Вот, соляночка у нас уже доходит. Вот такая вот густая. В ней есть все самое вкусное. Ну и последний штрих. Я обычно это добавляю в тарелочки порционно. Свежий лимончик. Но так как у нас мы находимся в условиях стеснительных, мы его сразу просто тольками порежем и добавим. Вот, он даст определенную кислинку и свой ароматик. Сейчас еще чуть-чуть. Настоится. Ну, настояться ей уже не надо. Сейчас картошечку. Я ее только кинул недавно. Рис-то, наверное, дошел. Кукурузка разошлась. Нормально. Да. Вот сушеный бондюэль. Это сушеный сладкий перец. Ну, это остатки уже. Это сушеные оливочки. Мы потихоньку все подъедали. Кадр 12, дубль 1. Ну что, настало время для дегустации нашего блюда. Солянка «Полярный закат».
Ох ты, нифига ты. Не, ну, не полярный, заполярный. Наверное, ближе полярный, наверное, чем заполярный. За полярным кругом. мы За щас. полярным кругом это район Инты-Усинска. А, А тут уже полярный круг ближе. Так что будет солянка, полярный закат. Такую вам в столовке или в дорожной кафешке или в ресторане не дадут. Вам там обязательно предложат какую-нибудь фигню. Чтобы покушать вот это, как говорится, нужно соблюдать самый главный закон туризма. Взять побольше, унести подальше и все это там сожрать. Сейчас мы сделаем еще вот так вот. Оливковый майонезик. Оба. И приятного аппетита. приятного аппетита, спасибо нашим поварам. Слышите? Это не дождь, это мошка. Так и живем. Не нужен бродягам дом и уют. Нужны океан, земля. Не спеши. Что звезды медведицы им поют. Не знаем ни ты, ни я. Потом ставишь, короче, ну все ты типадзе. Земля велика, и надо бы все пройти. Тиридин, большая медведица издалека желает тебе пути. Полетали на дроне, зарядили девайсы от солнца, созвонились домой по спутнику. Чувствовался финал. Осталось пройти протоки, выкатиться в реку Воркута и сплавиться 50 километров до поселка Северный, где ждал УАЗик. Утром сеть пустая, ну и не судьба. Одинокая Гагара кружит по озеру. Ну вот, пришел и на нашу улицу праздник. Как нам выходить? Что, как положено, солнышко, все, тепло. Поймайте, пацаны, рыбы, довезите ее, протушите. Все как надо. То есть, когда надо, тепло, когда не надо. В общем, погода вот такая. Вот. Но мы радуемся. После того, что мы 20 дней промерзли. Вот, мы радуемся теплу, конечно. Хрен с ней, с этой рыбой. Все, пошли мы домой. Пора домой. Да. По узким протокам, где порой и байдарка еле помещалась, мы приближались к дому. В конце июля неожиданно в Воркуту пришло лето, а нам пора уезжать. Ловили хариуса по 3-4 штуки с переката, солили в 20-литровую бочку. Ничего сверхъестественного вокруг уже не происходило. Только тепло разбудило кусачий гнус. К нему мы давно привыкли, встали на ночлег на красивом перекате. Кого не берем? Детишек от... О, килограмма 1,5. Сегодня будем готовить пиццу. Ого. Основная у нас проблема в том, что у нас нет духовки. Поэтому нам что-то нужно сделать типа ее подобия. И второй вариант, мы попробуем ее сделать на сковороде. Сразу говорю, делать это буду первый раз. Теоретически я примерно в голове для себя сложил, как это сделать лучше. Как выйдет, мы посмотрим. Вот. Но если получится, то будет незаменимый опыт. А не получится, то мы все равно все сожрем. Ну что, сделали опару. Теперь доводим тесто до густоты. Добавили молоко сухое, растительное масло. Вот, и у нас сейчас должно получиться, дрожжевое тесто. Жили-были дед и баба. И не было у них курочка ряба, а не было у них ничего. Дед говорит, слышишь, старый, ты пойди там по сусекам, поскреби,
По скатерке промети, да? Поплюй, надыми там, испеки мне колобок. Бабка пошла, по сусекам помела, мешки потрусила, замесила колобок. Вот такой. Тым, тым. Похож. Говорит, улыбнись, зараза. А он такой, да ну нахрен. Она говорит, улыбайся давай. Ну ладно, на. Чтобы не портить посудку, мы сделали вот так. Сейчас мы это все делаем. Сейчас мы это все смажем мобильным маслицем по чуть-чуть. Котелки просто у нас, не скажу, что совсем чистые, и не совсем грязные, но есть этот самый налет от копчения, от всего. Поэтому сделаем, чтобы было красиво. Теперь дозированно будем лепить. И их смажем маслицем. Еще можно. Да замешиваем его уже до конца. Однородным стало. Теперь надо его в формочку. Наша главная задача, чтобы наша пицца не пригорела, потому что готовить мы будем на газовой горелке. Вот, поэтому сделаем немножко имитацию, то есть прослойку, чтобы тепло распространялось равномерно. Оп. И в то же время, чтобы не горела серединка. Это мы сделаем в котелке. Это мы делаем на сковородке. Так, сейчас мы порежем пока все ингредиенты, Петр Сергеевич, пожалуйста. И потом я расскажу. Берем основу, смазываем кетчупом. A few moments later. Оп. А что так можно было? Сейчас за одной ложечкой немножко тесто разглаживаю. В однородное такое. Равномерно. Да, равномерно. Закладываем сырокопченую колбаску. Брауншвейгскую. Это не реклама, кстати, если что. Брауншвейгская это просто так же, как и докторская. Производитель может быть любой. Ну да. Точно. Сырокопченая колбаса, но очень вкусная. Так, теперь сюда. Притащили с собой банку маринованных огурцов. До конца маршрута аж тащили. Ну, это нас угостили еще на этом самом, на В устье реки. хальмерию. Так, у нас осталось немножко перца сладкого сушеного. Ну, чуть-чуть так. И у нас еще есть сушеные оливки. Тоже будет нормальной заправочкой. Паром они разойдутся. Это вот оливки, которые из банок, пятерочки, но высушенные на электросушилке. Последние запасы. Так, лучок в руках растираем. Вот так вот обильненько засыпаем. Вот, пока это все. Засыпаем сыром, чтобы уменьшить температуру немножко на сковородке, чтобы она не горела. Мы используем вот такую подставочку. Заодно она будет, как говорится, это самое... Рассеивать тепло. Рассеивать тепло и ровненько его держать. Теперь то, что касается сковородки. Крышки у нас нет. Если мы закроем тарелкой, я думаю, что из этого ничего хорошего не будет. Поэтому мы опять воспользуемся фольгой. И сделаем вот такой вот, как говорится, для нее паровой контейнер. Зубочисткой по центру я сделаю дырочку для выхода пара, чтобы нас его не сорвало. Вот, а вообще у татар есть такое блюдо. Они раскатывают блин, потом кладут туда картошку, мясо, лук, черный перец, делают типа крышечки. Ну, то есть залепляют сверху опять другим блином. Делают типа крышечки, чтобы пар, поднимать, чтобы он выходил. Так что считайте, что я это слезал у татар. Здесь мы просто накроем крышкой. Вот, и одновременно на двух горелочках мы начнем готовить наши пиццы. Так, первый пошел. У второго здесь огонь можно сделать побольше, потому что у нас там воздушная камера есть. Фаер-шоу. Хорошо. Ну, жди комментариев на ютубе про эту горелку. И про то, что мы тут такие неопытные ребята. Какая у нас плохая горелка. Пьезоподжиг просто сломан. Что-то уже жарковато стало, блин. Ну да, уже парит. Мы же за Воркутой все-таки никак упало. Ну вот, ожидаем эффекта. Петр Сергеевич, время сколько? 10:07 по Перми. В духовке в среднем где-то пицца готовится минут 20, наверное. 8:07 по-нашему. Ну, 8:07 по-нашему, по местному
Значит, где-то 8:27. Но мы будем ориентироваться по той. Мы туда залезем, посмотрим. Во-первых, поднялась, не поднялась. Что там... Да, горел как говно, конечно. Единственное в ней достоинство, то, что она на 4 ножках. А так мы, в принципе, с ней сразу стали мучиться, как говорится. И перешли вот на вот эту 3-ногую. Хорошо, что вообще Да, взяли. да, она помощнее. Ну, блин, немножко неустойчивая. Ну, вот эта штука вот. Вот тут уже температура градусов 70, наверное. Ну, как пойдет пар, будет видно. Пока готовится пицца, Да, мы развлекаемся. мы развлекаемся. Да, отпускаем, что. Совсем уж мелочь. Блин, лишь бы не сильно поранился. Есть такая поговорка: у семеняник и дитя без присмотра. Оставили все самотеком. Где-то же газ. Он то горит, то не горит. Вот это у нас прямо стало сильно дымить. Вот поэтому мы ее выключили. Не, ну он тут как бы виден. Тесто поднялось. Паленым не пахнет. Поэтому если она у нас не пригорела, то не сильно. Сейчас мы ее немножко остынет. Выложим, и тогда сможем оценить конечный результат. Так, а стой, что-то у нас горелка. То горит, то не горит. Не покупайте такое говно. Что с ней мучиться-то? Но самое главное, у нас забота в этой пицце, во второй. Здесь у нас тесто намного толще. И как бы есть беспокойство, пропеклось или нет, потому что горелка была фиговая. Сейчас поменяли, поставили вот на эту, которая освободилась. Как учила меня бабушка проверять, готово тесто или нет. Его можно потыкать вот прямо спичкой, палочкой. У нас все готово. Поэтому, в принципе, все, мы газ тушим. Сейчас у нас оно все остынет. А мы пока себе вскипятим чайку. Ну что, вот наша пицца со сковородки. Мы немножко, конечно, поджарили, блин. Пока ловили рыбу, но не глобально. Все можно вот так вот просто счистить. Ну, вы сами понимаете, это условия походные. Это был эксперимент. Так поднялась сильно. Да, лучшего никто и не ждал. Теперь посмотрим, как у нас она пропеклась. На сковородке у нас было тесто тонкое, а вот в котелочке мы сделали тесто жирненькое по заказу Петра Сергеевича. По поводу пропечки, то есть видим, да? Все пропеклось. Сейчас мы заценим вкусовые качества. Петр Сергеевич, прошу вас. Ого. Ого. Грибочков не хватает. Грибы есть, но сухие. В целом очень даже хорошо. Дома так не получится никогда. Каждый испеченный кусочек хлеба или булочка — это ценность. Это не ландурики с кучей масла. Ага, нормальное. Вполне хорошее тесто. Если бы немножко еще не это самое. Ну, Не проморгали, пока рыбу ловили, было бы, думаю, вообще замечательно. Вывод какой? В полевых условиях походных испечь пиццу на сковородке вполне реально. Сейчас попробуем пиццу из котелка. Там, наверное, будет не пицца, а булка. Потому что очень было толстое тесто. Петр Сергеевич захотел, хлеба. чтобы, да, тесто было потолще. Проверяем. Внешне выглядит все хорошо. Вопрос, как добыть. Дать, чтобы остыло. Попозже мы ее. Пиццу. Вот она. Стеночком немножко там подлипла. Ну, это начинка. Так, смотрим здесь. Что мы видим в данном экземпляре? В данном экземпляре, да, прогар тоже все равно немножко есть. Прямо хлеб-хлеб. Да, у нас получился даже не пицца, Пицца-хлеб. пицца-хлеб какой-то. Ну, неважно. Пирог. Будем считать. Пирог воркутинский. Да, что это пирог воркутинский, северные зори. Так, вот смотрим снизу. То есть, если бы это был просто хлебушек, Это было бы скучно. хлеб в котелке я еще не готовил. Обратите внимание, он пропекся. Обалдеть. Не увидел бы, не поверил бы никогда. Так что эксперимент прошел удачно. Конструкторская мысль повара сработала. Есть еще предложение. У нас там осталось тесто. Давай сделаем рыбник. Давай, рыба тоже есть. Рыба есть, лук есть. Черный перец надо сейчас накаять на это самое.
намять. На камне сделаем. На камне... Ой, кстати, мы хотели на камне. На камне мы просто попробуем какую-нибудь булочку сделать. Вот, а рыбник, наверное, будем делать вот по вот этому способу. Да. В котелке. Да? Меньше пригорает. И как бы, я не знаю, мне, Ну, нормально. да. Заходит. Тесто восходит хорошо. Теста у нас еще хватает. Можем... Ну, хлеб, я не знаю, нам какой смысл печь, потому что нам тут до Воркуты там 3. Ну, вот на рыбник его, и все, он уйдет на рыбник весь. В общем, пока мы хвастаемся очередным шедевром и подготавливаем, пока время есть, новый кулинарный рецепт. Новую идею Да. для вас. Мы продолжаем тему экстремального питания в походе. У нас осталось тесто после приготовления пиццы. Вот, и я думаю сделать рыбник. Вот у нас есть такой харюсок, уже просоленный, в лимонной приправе какой-то непонятной. Ну, неважно. Мы возьмем такую часть. Остальное Петр Сергеевич Догрызет. влупит и в сыром виде. Сейчас я его отфилирую, достану с него филейку, уберу все кости. Смотрите и переживайте. Процесс изготовления хлебобулочных изделий в котелке понятен. То есть, чтобы оно на горелке не горело, делаем камушками воздушную прослойку между крышкой с продуктом и горелкой, вот, чтобы тепло рассеивалось по всему днищу. Пока гаси. Вот, положили слой теста. Харюска. Шкуру мы не стали чистить, а этот самый от косточек мы его освободили. Вставляем мы сюда харюска. Не залипнет, ну ничего страшного. Будет просто как Ну, открытый пирог. открытый пирог. 500 Да. пицца опять. Пицца с харюсом. Пицца с харюсом. Берем лучок. Рыбка любит лук. Может так прям горошком его захерачить, черный перец? Давай. Черный перчик горошком. Обильно-мобильно посыпаем. Теперь у нас есть сухой укропчик. Лаврушка. Да, несколько лавровых листочков. Сейчас мы сделаем нашему пирогу крышечку. Катать нам не на чем. Столик хлипкий. Он чисто так чашечки поставить. И теперь попробуем его залепить. Ты на повара учился, что ли, нет? Нет, Все сам, все сам. папа, мама. Вот такая у нас получилась рыбная кулебяка. Теперь мы ее аккуратненько вот так накрываем крышкой. И ждем эффекта. Попробуем для рассеивания тепла использовать плоский камешек. Не знаю, насколько будет решение верно, потому что не все камни годятся даже для бани. Многие стреляют. Ну, вроде как. Будем надеяться, что этот нас не подведет. Ну что, пирог у нас долго не запекался. Низина стала гореть, а вершина была сырая. Пришлось его перевернуть. Не знаю. В общем, получился у нас вот такой вот Кульбяк. кулебяк. Внутри рыба. Сейчас уже есть не будем, только пиццу пожарим. Все вернем с собой в дорожку. И черком следим. Все, собираемся. Надо идти. Надо наконец-то выходить на Воркуту. Было холодно плохо. Теперь жарко тоже плохо. Точно наш клиент. Что, настал вечерок. Вот на вечерок пиццу мы доели. А наш загоревший рыбник с таким трудом нам давшийся Доехал с нами. доехал с нами. Сейчас мы смотрим. Вот. Рыбка сварилась, тесто пропеклось. Запашок отличный. Вот, ну, то, что подгорело, ножичком срежем. Главное, я говорю, не люблю я сухари. Я 2 раза зубы сломал об них, и больше я их не ношу. Лучше что-нибудь испечь. Да, Петр Сергеевич? Да, всяко лучше А вообще у нас- заморочиться. Вообще у нас на 20-й день маршрута у нас еще булка хлеба.
Живая. Немножко мы его тут подмочили, вырезали, чтобы не зацвел. Вот, но хлебушек мы постоянно сушим, просушиваем. За 20 дней ни хера ему не стало. Короче, нормальный хлеб как хлеб. Вот, но Овощи на 20-й день. овощи у нас есть на 20-й день, да. Газ. У нас уже скоро... Газа у нас в избытке. Можем даже просто отопление врубить, короче. Газ в избытке. Вот, планировали как бы маршрут на 30 дней. Но думаю, что мы его очень скоро уже закончим. Сначала не было погоды, а теперь уже устали. Ну, мы его ведь Ну сделали, да, мы маршрут. просто Он сделали, просто да. сам по себе заканчивается. Можно было, конечно, поползить еще на озерах, но не было погоды там. Когда погода была, постарались их максимально быстро проскочить, чтобы не попасть под волну, под ветер. Потому что озера, ну, вы, наверное, на видео увидите, что они там многокилометровые, то есть волну раздувают очень хорошо, как на море. А вот Байдарка, конечно, это не катамаран. Насчет устойчивости кильнуться можно запросто. Вот. Моменты такие были, кстати, но все обошлось. Как бы все нормально. Вот. Ну и все. Короче, давайте кушать. Покурили карту. Предстояла еще одна ночь где-нибудь на реке Воркута. Мы в 70 километрах от города Воркута. Рыба кончилась, делать нечего, наматываем километры. Вода тащит, скорость приличная. Это мошка стучит по палатке, как будто моросит дождь. Поэтому, чтобы понять, что на улице, нужно посмотреть на речку и потрогать палатку. Неожиданно рано вошли в реку Воркута. В устье знакомые триколы, рыбаки познакомились. Они куда, а мы в Воркуту, а они откуда, а мы из Воркуты круг сделали, месяц бродили. Их лица бесценны. Ну вы даете, мощно. Пожелали удачи, попрощались. Стоять не стали, время раннее, решили пройти еще пару часов. Река Воркута прям огонь. Несет километров до 25 в час. Колбаска, хлеб, печенька. Все есть, короче. Все, что для жизни нужно. Последний день маршрута. Надеемся, что крайний. Даже плесы живые. Махом пролетели 30-ку. Длинные перекаты, местами опасные. Азарт захватил, осторожность притупилась. На перекуре. Петруха, лень лагерь ставить. Давай до Воркуты махнем. Я прикинул, ставить палатку или грести еще 30 километров. Да, погнали. Переоделись теплое, перекусили и двинули. Течение ослабло, река разлилась, ветер в лицо. Я уже было пожалел об этой авантюре. Воркута приближалась медленно, а силы таяли. Проклиная ветер и свою дурость, греб за Владимиром, отставая и отставая. Но сказал, сделал. К полночи дубак. И вот конец пути на горизонте. Через час рухнули в точке антистапеля, еле поставив палатку. В последнем лагере курили бамбук сутки. Вот мы и около Воркуты. Наш друг Заур мог забрать нас только на следующий день. Зато просохли вещи, лодки, а мы выспались и хорошо отдохнули. Утром приехал джип, через час мы в гараже у Заура. По пути купили куриные крылышки. Заур мастерски их зажарил. Показали фото, видео, поболтали. Заур приютил нас в своей пустующей квартире. Душ, теплая вода, наконец-то кайф. Пельмени с креветками, стирка, билеты на поезд Воркута-Усинск, домой
Пора домой. Куча вещей, минус продукты, но особо проще почему-то не стало. Снова вокзал, поезда, челночные забеги под взглядами проводников и пассажиров, от недовольных и до восхищенных. Да и пусть. А внутри гордость за грандиозное, почти невозможное. Год готовили маршрут, карты, расчеты, мечты, связи в Воркуте, договоренности. Просто? Нет. Дешево? Это да. Нужны билеты, продукты, плюс благодарность Зауру за заброску и за жилье. Спасибо вам, воркутинцы. Спасибо, Заур, Александр, Денис. Ваше гостеприимство бесценно. Мы старались быть благодарными. Вы золотые люди Воркуты, низкий вам поклон. Спасибо всем, кто помогал, даже в мелочах. Уйти вдвоем за полярный круг на месяц – та еще авантюра. Зачем? А кто поймет, тот поймет. Остальным не объяснить. Путешествие – это тест возможностей, преодоление себя, закалка воли, единство с природой, созерцание, умиротворение, добыча еды, новые знакомства, знания. Это наша мечта, и без нее мы уже не можем. Спасибо за просмотр, друзья. До встречи на маршруте.